Можете рассказать подробнее о возобновлении вашей анонимной деятельности? Как я уже сказал, Россия вторглась в Украину спустя несколько дней после моего возвращения из города Нью-Йорк. Лично я, исходя как из своего опыта анализирования общественных изменений в России, так и исходя из своего опыта международной журналистики, вероятность вторжения России в Украину допускал. Но эта вероятность все равно казалась мне близко к несбыточной из-за своего безумия. Вообще, очень многие так считали. Очень многие. Но, тем не менее, именно безумие 24 февраля 2022 года и случилось. И я оказался единственным из всего своего окружения, кто оказался к этому готов и знал, что делать. Как на это отреагировали люди из вашего окружения? Дело в том, что я несколько лет призывал своих знакомых и друзей оформить загранпаспорта, как минимум. Сразу после 24 февраля я не одну неделю, не один месяц настоятельно убеждал своих знакомых и друзей купить билеты и покинуть Россию. Я расписывал им наиболее вероятный вариант событий после вторжения, который и сбылся в будущем. Но все мои знакомые и друзья начали рвать волосы на голове только после того, как все билеты на поезда и самолеты стали раскупаться с бешеной скоростью. Угадайте, кто сидел с ними днями и ночами, помогая с поиском и оплатой билетов в Армению? Я более того скажу. Потом некоторые из них так и не научились на своих ошибках и вернулись в Россию обратно, несмотря на мои уговоры этого не делать из-за крайне вероятной мобилизации. А уже спустя пару недель все они рвали волосы снова, срочно уезжая в Казахстан. Вы помните свои ощущения во время первой недели после вторжения? Первую неделю после вторжения России в Украину события разворачивались настолько стремительно, что я стал обновлять новостную ленту каждые 10-15 минут с утра и до поздней ночи. Произошел психологический сдвиг. Потом все это начало находить отражение в кошмарах во сне. Я долго думал по поводу того, смогу ли я психологически потянуть еще и распространение материалов о вторжении. Но, учитывая разворачивающуюся трагедию, я принял решение возобновить свою анонимную журналистскую деятельность в последний раз. И именно эта последняя работа и стала для меня самой психологически сложной за все время моей деятельности, потому что обращение к гражданам в форме исторических лекций, цензура военного времени, Мариуполь, Буча, отношение к военнопленным, отношение к мирному населению в Украине, обстрелы домов, издевательства, пытки, изнасилования, расстрелы, отношение к своим же военным, переброс срочников на фронт, постоянные заявления, задействование ядерного вооружения, показания российских военнопленных об условиях нахождения в армии, абсолютно дикая, грубейшая дезинформация, абсолютно животная шизофрения на политических ток-шоу, разорванные взрослые и дети от ракетных обстрелов, уничтоженные больницы и дома, практически стертые с лица земли города Украины. Я видел оригинальные и подтвержденные независимой экспертизой фото и видео доказательства всех этих событий. И мне страшно представить, через что прошли и проходят военные и мирные люди в Украине. Так же, как и страшно представить, через что прошли
И проходят военные, срочники и мобилизованные, которые искренне не хотели и не хотят ехать в Украину, как солдаты. Изменилась ли информационная пропаганда после вторжения? После вторжения животная пропаганда начала набирать небывалые высоты с обоих сторон. Конечно, она существовала и до вторжения России в Украину, как с одной, так и с другой стороны. Но именно после 24 февраля пропаганда вышла на новый уровень, как со стороны обывателей и владельцев ботов в социальных сетях, так и со стороны политиков России, Украины и стран Европейского Союза. По сути, полноценная война началась и на информационных полях боя. Вы ставите знак равенства между всеми сторонами конфликта? Нет, не ставлю. Потому что здесь не может быть никакого равенства между всеми этими сторонами. Не Украина вторглась на чужую землю. Не Украина оккупировала территории другой суверенной страны. Не Украина сравнивает целые города с землей. Не Украина убила и искалечила миллионы украинцев. Это вторжение России в Украину, не вторжение Украины в Россию. И в первую очередь именно российское общество ответственно за решение первопричин этой катастрофы. Но я очень хорошо изучил картину на всех популярных российских и иностранных ресурсах и с другой стороны. И я в состоянии выделить несколько очень важных пунктов, в дополнение к положительным моментам и общественным деятелям, которые тоже, разумеется, у нас есть. Первое. Наиболее психологически уязвимой и дезинформированной стороной этого конфликта являются именно обыватели России, Украины, Европы, стран Запада, какой угодно страны. Если сейчас брать конкретно Россию и Украину, то частично методы этой информационной войны к этой стране применяются одни и те же. И реагируют российские и украинские обыватели в большинстве своем одинаково. Обе из этих сторон принимают на веру все, что говорят им их местные пропагандисты. Обе из этих сторон очень легко раскрутить на эмоции, показав, например, фиктивные выжимки из новостей или даже фиктивные фотографии с вражескими комментариями из социальных сетей. Обе из этих сторон не замечают, а некоторые из них намеренно не хотят замечать воздействие на свое мышление как локальной пропаганды, так и информационного пузыря в социальных сетях. Обе из этих сторон в этой информационной войне являются лишь инструментом для мерзавцев, которые пользуются их психологическими уязвимостями в своих целях. И обе из этих сторон страдают от вторжения России в Украину больше всего. Второе. Некоторые пропагандисты из Украины стараются транслировать для своей аудитории простые и понятные ответы, в которые они порой и сами-то не верят. Например, что практически все россияне поддерживают это вторжение, что практически все россияне поддерживают путинский режим, что россияне особо-то никогда и не боролись за свою свободу после появления Путина, что российский менталитет — это чуть ли не рабский менталитет, что российская история и культура токсична и пропитана империализмом, что между возможностью смены власти в Украине и возможностью смены власти в путинской России можно поставить знак равенства, что именно россияне, и только россияне поголовно виноваты в произошедшем, ну и так далее. Перечислять можно долго. И чаще всего эти пропагандисты представляют не интересы Украины и украинского народа. В своей намеренной дезинформации они преследуют сугубо собственную выгоду и выгоду своих партнеров.
И пока большинство населения будет полагать, что пропагандисты выступают за интересы собственной страны, эта пропаганда снова и снова будет приводить к разрушительным долгосрочным последствиям. Третье. Пропагандистов в России настолько много. Они настолько сильно спонсируются путинским режимом и составляют настолько большую основу существования этого режима, что пропагандисты в России транслируют понятные ответы для любой аудитории. Есть буквально все, начиная массовым бросом противоречивых заявлений с позиции «не все так однозначно» и заканчивая животной ненавистью, воздействующей на самые темные стороны человека. Перечислять сейчас отдельно каждый из их методов не имеет смысла. Поэтому можно просто сказать, что пропаганда в России действительно использует все методы информационной войны. Ответственные за пропаганду в России далеко не глупые люди, и получают они за свои злодеяния просто невероятные деньги. Их не стоит воспринимать легкомысленно. Эти люди такие же ответственные за вторжение и военные ужасы люди, как и политики путинского режима. Четвертое. Даже эта информационная война показывает, кто есть кто на самом деле из некоторых так называемых лидеров мнений из России, которые переместились за границу. Лицемерные, красноречивые пропагандисты, которыми сначала помогали строить путинский режим и пользовались его покровительством, а потом, получив протекцию уже с другой стороны, начали использовать свой язык для втаптывания в грязь своих же мирных российских сограждан и призывов, например, направлять ракеты на российских солдат. Некоторые из представителей оппозиционных фондов, которые знают, что сами-то пребывают вдали от военной тирании, но все равно сейчас вызывают людей в свои российские штабы и призывают выходить на массовые митинги после неоднократных утечек данных на своих серверах. Несмотря на то, что их возможные активисты в нынешней России могут из-за этого отправиться на несколько лет в тюрьму, многие из российских артистов трусливо закрывающие глаза на происходящее безумие в России в надежде на то, что их это не коснется, или они успеют покинуть Россию, когда придут уже за ними. Или более того, тех артистов, которые с высунутым языком готовы ублажить любую власть, и которые получают перепачканные кровью деньги за свои выступления на правительственных российских концертах в нынешнее время. Некоторые из оппозиционных общественных деятелей, которые проводят свои прямые эфиры в духе российских федеральных политических ток-шоу, но под либеральным в кавычках соусом, и просто отказываются признавать свои ошибки, вместо этого поливая высказывающих справедливые замечания помоями. Некоторые из предпринимателей, которые сначала при создании своих компаний вовсю пользовались покровительством путинского режима, а потом, когда это стало невыгодно лично им самим, с гордостью стали отказываться от российского гражданства, стали демонстрированно отделять себя от своих бывших соотечественников при любом возможном случае и стали поливать словесными помоями тех, с кем только недавно бок о бок занимались своими проектами, кому признавались в вечной дружбе и преданности, с кем жили под одной крышей, с кем вместе росли с детства. И пока в России отсутствует работающий институт репутации, таких лидеров мнений из России будет появляться все больше. И они так и не продолжат нести ответственность за то, что они сделали, делают и будут делать.
И пятое. Многие из политиков-популистов из стран с европейскими ценностями совсем не представляют интересы даже своих сограждан. Они просто лицемерно играют на чувствах своего электората, намеренно забывая о том, что прямо сейчас продолжают закупаться рекордным количеством натуральных ресурсов в России. Намеренно забывая о том, что они сами поставили свои страны и своих сограждан в прямую экономическую зависимость от российских газа и нефти. Намеренно забывая о том, что они сами, несмотря на запрет 2014 года, как минимум до 2020 года поставляли России бомбы, ракеты, самолеты и другое оборудование. Намеренно забывая, когда российское гражданское общество уничтожалось путинским режимом, а тюрьмы наполнялись забитыми мирными участниками митингов, намеренно забывая о том, как же на самом деле многим из них не хотелось терять политические и бизнес-партнерства с представителями путинского режима в своих закулисных играх, намеренно забывая о том, как легко они простили присоединение Крыма к России, и насколько раз за разом развязывали руки Путину своими мягкими возмущениями, намеренно забывая о том, к чему привели обвинения в коллективной вине. По национальному признаку в первой половине 20 века, намеренно забывая о том, что для политиков, представляющих по-настоящему европейские ценности, не может существовать беженцев первого сорта и беженцев второго сорта. И, наконец, намеренно забывая о том, что они также находятся в ответе за становление и укрепление путинского режима. Как бы им ни хотелось скрыть этот факт куда подальше. Не дайте себя обмануть. Эти политики-популисты не являются стороной добра и справедливости своей ненавистью и глумлению по национальному признаку. Многие из них только помогают путинской пропаганде в укреплении своего влияния на психологически уязвимых и дезинформированных россиян. А у этого есть прямые последствия и для украинцев, и даже для граждан самого Европейского Союза. Члены семьи и дети политиков-популистов не лежат в окопах и не умирают от авиаударов и ракет, как это происходит с членами семей и детьми простого народа Украины и России. Эти политики прекрасно понимают, что они в безопасности, и что они мало что потеряют, даже при наихудших раскладах из-за своих необдуманных речей и действий. За все расплачивается именно простой народ Украины, России, Европы, Запада, простой народ всего мира. И если эти политики-популисты снова не понесут полную ответственность за свои речи и действия, так будет происходить снова и снова, снова и снова, снова и снова. Однако я хочу выделить отдельно следующее. Я не ставлю никакого клейма на людях, о которых сейчас сказал. Я искренне благодарен этим людям за все хорошее, что они уже успели сделать для общества. Я искренне верю в то, что эти люди, если действительно захотят этого, способны как признать свои ошибки и заблуждения, так и способны использовать свое влияние на благо общества и всех людей на Земле. И лично я только поддержу их во всем этом. Но вместе с этим я не хочу и не стану замалчивать заблуждения и преступления, которые вижу перед своими глазами. Как вы думаете, вам понятны причины нынешнего отношения значительной части украинского населения к россиянам? Думаю, что понятные, да.
Это отношение не вызывает у меня ни злости, ни обиды. Мне было бы как минимум странно обижаться на людей, которые ежедневно сталкиваются с настоящим ужасом и смертью из-за действий российского государства. Но я это отношение не разделяю и не поддерживаю. Более того, я убежден, что сохранение и поддержание этого отношения к россиянам по национальному признаку в долгосрочной перспективе может иметь разрушительные последствия как для самих украинцев с россиянами, так и для отношений между нациями в целом. Мы так уже находимся в нескольких шагах от международной катастрофы. Мир будто бы вернулся в 20 век и хочет еще раз повторить его ошибки. Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Как вы думаете, вы имеете право высказывать свое мнение на эту тему, будучи человеком из России? Да, имею. И какое, собственно, имеет значение место моего рождения и моя национальность именно в моем случае? Лично я сам никогда в жизни не терял симпатии к украинскому народу, испытывая интерес и уважение к их истории и суверенности как страны. Лично я сам всегда активно боролся с антиукраинской пропагандой с 2014 года на всех уровнях, даже в университете, начиная с первого курса. Лично я сам регулярно совершал пожертвования в пользу как украинского мирного населения, так и беженцев из Украины после 24 февраля. Лично я сам совершал безвозмездную образовательную и информационную помощь через интернет украинским беженцам, прибывшим в США. Моя совесть чиста, и я никогда не делал это ради своего эго. А моя анонимная деятельность за последние 3 года это только подтверждает. Расскажите, как вы восприняли объявление мобилизации в России? Когда 21 сентября 2022 года в России была объявлена мобилизация, я осознал, что сбылись все мои прогнозы после вторжения. Не один день я убеждал своих знакомых и друзей не возвращаться в Россию и оставаться за ее пределами как минимум до окончания военных действий. Они меня послушали, но не прислушались. И я осознаю постфактум, что так происходило практически всегда. К моей помощи не отнеслись с должным вниманием. К сожалению, я понял все это далеко-далеко не сразу. Все мои знакомые и друзья вернулись обратно в Россию незадолго до объявления мобилизации. И угадайте, кто снова начал рвать волосы на голове и спешно покидать Россию любыми способами через границу с Казахстаном после 21 сентября. А сама же мобилизация в России показывает и будет показывать, насколько катастрофическим последствиям на всех уровнях приводит узурпация власти, насколько лицемерными бывают глумящиеся политики, популисты из стран с европейскими ценностями, показывающие мировой общественности то, как именно некоторые из них поддерживают тезис «нелегальных людей не бывает». Насколько важной может оказаться помощь простых людей из Армении, Грузии, Казахстана и других стран для бегущих от смерти россиян. Насколько важной может оказаться помощь простых людей из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и других стран для бегущих от смерти украинцев. И
насколько большое горе ожидает сотни тысяч российских семей после массового возвращения первых цинковых гробов. Что вы чувствовали с начала вторжения и под конец своей анонимной деятельности? Пристальный анализ и работа с происходящим с 24 февраля вызвали у меня под конец глубокую депрессию и сильное ощущение того, будто бы все мои труды и стремления изменить общественную жизнь к лучшему в России и мире были попросту напрасны. Сейчас я, конечно, понимаю, что это не так, потому что знаю, какую пользу смог принести своим трудом. Но одно дело говорить это сейчас, а другое дело говорить это себе прежнему. Я завершил свою международную журналистскую деятельность 15 июня 2022 года, а 19 июня посетил протест в Филадельфии в поддержку украинских и русских беженцев. Но, учитывая, что публиковалось в их сообществе потом, я не стал посещать их дальнейшие акции. Потом я намеренно смонтировал любительский репортаж на английском и русском языках об этом протесте, а затем выложил его в двух версиях. 27 июня на международный YouTube, русский ресурс T-Journal и английский ресурс Reddit. После этого я взял паузу, чтобы сформулировать свои мысли о происходящем в России за 3 года. А сейчас вы, наконец-то, видите результат всего этого.